Замок Кантара, Северный Кипр. Был возведен византийцами, по разным оценкам, между VII и X веками, для защиты острова от арабов. Замок использовался для обороны от флотилий противника, а также как пункт раннего оповещения других гарнизонов. Со стен замка видны равнина Месоория, полуостров Карпас, залив Фамагуста, а в очень хорошую погоду Сирийское и Ливанское побережье. На текущий момент юго-западная часть замка сохранилась лучше. Сам замок расположен не на вершине, а на восточном склоне скалы на высоте 630 метров и имеет слегка вытянутую форму. Свое название Кантара замок получил от скалы, на которой расположен. Само же слово происходит от арабского слова «арка», так как форма горы этого места похожа на арку. На момент постройки замок являлся очень передовым. Наряду с продуманной планировкой и структурой, строителями была предусмотрена возможность скрытного отступления во время военных действий. Чтобы подняться к воротам замка, придется преодолеть 170 ступеней, вырубленных в скале. При Третьем крестовом походе, а именно в 1191 году, во время осады острова войсками под предводительством короля Ричардом Львиное Сердце, в летописях появилось первое упоминание о замке. А в 1228 году, во время шестого крестового похода, замок сильно пострадал от осады ломбардийцев, напавших на остров.
и его пришлось практически полностью восстанавливать. С 15 века, после прихода к власти венецианцев, стали сокращаться расходы на замки Кипра. Гарнизоны были расформированы, часть замков была демонтирована. В 1525 году венецианцы вывели из замка гарнизон, считая его малоэффективным для обороны, ибо неприступные для пехоты горные цитадели становились хорошей мишенью для артиллерии противника. Позднее замок использовали знатные дворяне для ночевок или отдыха.